Друзья, сегодня готовим невероятно ароматный и нежный тарт с пеканом. Этот десерт никого не оставит равнодушным. Ну что, поехали готовить? Для начала приготовим тесто. Первым делом нужно просеять пшеничную муку. Этот этап советую вам не пропускать. Все необходимые ингредиенты, граммовки я всегда оставляю в описании под видео. Теперь холодное сливочное масло нарезаю на кубики, так как буду замешивать тесто в стационарном миксере. Если вы будете натирать масло на терке, тогда достаете целым куском его из холодильника и натираете вместе с мукой. В чашу миксера отправляю муку, добавляю немного соли, также сахарную пудру и сливочное масло. Устанавливаю насадку весло и жду, когда образуется крошка. Перемешиваю все на средней скорости. Если вы будете измельчать масло с помощью терки, то обязательно окунайте масло в муку. После того, как все натерли, просто перетрите всю массу в крошку руками. Я останавливаю миксер, когда образовалась такая крошка. После чего добавляю 1 желток и очень холодную воду. Я ее наливаю в чашку и ставлю в морозилку минут на 5. Теперь нужно замесить тесто. Оно должно стать более-менее однородным, но не переусердствуйте. Сильно замешивать тесто не нужно. После чего заворачиваю тесто в пищевую пленку перед тем, как отправить его в холодильник. И ни в коем случае не оставляйте тесто в виде шара, потому что если вы положите его так в холодильник, оно равномерно у вас не охладится. Отправляйте тесто отдыхать в холодильник минимум на 30 минут. После того, как достанете тесто из холодильника, его нужно раскатать скалкой. Раскатывайте тесто, учитывая диаметр вашей формы. У меня форма будет 24 см, плюс не забудьте про высоту самой формы. Когда раскатываете тесто, обязательно присыпайте поверхность мукой, так же самое и скалку, и само тесто, чтобы оно у вас не рвалось и тесто не прилипало. С помощью скалки переложите тесто в форму и распределите по поверхности и краям, прижимая к бортикам. После того, как распределили тесто по форме, в конце подрежьте края ножом. Также не забудьте наколоть тесто вилкой. Так как сначала тесто будет запекаться без начинки, нужно взять лист пергамента, положить его в форму и сверху выложить груз. Это может быть любая крупа, которая у вас есть. Я использую рис. Можно взять горох, фасоль, что у вас есть. Отправляйте в разогретую духовку до 180 градусов на 15-20 минут. Самое время заняться начинкой. Орехи пекан, которые будут идти в начинку, нужно обязательно измельчить ножом. Теперь в отдельную миску нужно добавить яйца и сахар. Сахар лучше добавлять коричневый. Поверьте, с ним вкуснее. Но если его нет, то, конечно, заменяйте его на белый. Яйца с сахаром нужно взбить венчиком до посветления массы. Достаточно ручного венчика. Миксер в данном случае использовать не нужно. Также в эту начинку я добавляю немного ореховой муки. Какая у вас есть? Может быть миндальная, может быть фундучная. Структура начинки мне нравится, когда есть вот такая измельченная мелкая ореховая фракция. Но если у вас нет муки, то ее вы можете вообще не добавлять. Следом в миску добавляю измельченные орехи. В конце добавляю растопленное сливочное масло и все хорошенько перемешиваю. Самое время достать тесто из духовки. Оно схватилось и держит форму. Можем смело выливать начинку. Сверху на начинку выкладываем дольки пекана. Когда орех выложен сверху, тарт выглядит намного эффектнее.
Первые 20 минут выпечки желательно накрыть вверх пергаментом, либо же фольгой, для того, чтобы орехи не подгорели. Отправляйте тарт в разогретую духовку до 180 градусов на 35-40 минут. После приготовления обязательно дайте тарту остыть и стабилизироваться, и только после этого доставайте его из формы. В моей форме съемное дно. С ним намного удобнее делать любые движения. Но это еще не все. После того, как выложила тарт на тарелку, обязательно смазываю верх кленовым сиропом. Поверьте, это невероятно вкусно. Тандем ореха-пекан и кленового сиропа – одно из лучших вкусовых сочетаний. Ну а теперь можно наслаждаться. Сохраняйте этот рецепт себе в закладке, ставьте лайк этому видео, если рецепт был вам полезен, и не забудьте подписаться на мой канал. Всем пока-пока!